Итак, это очередной рассказ об диске Intel Optane 900p. Я на него установил операционную систему Windows 10 Pro, как вы видите. Это вторая часть видео. Давайте посмотрим свойства. Значит, видите, после установки винды и всех программ и игров, вот у меня столько-то занято, свободно 203. Так как он SSD, естественно, я галочку убрал. Дальше давайте посмотрим. Какая у него скорость. Это тут я уже тесты делаю. Это, видите, проход на 100 мегабайт. Да. Так, давайте перебросим на него. Вот один большой документ. Вот, видите, 56 гигабайт. Вот давайте посмотрим, какая у него скорость. С одного диска на другой. Диск обычный, значит, качает 6 терабайтного диска на вот, Intel Optane. Ну, скорость одного диска, он, видите, большого размера. Ну, в принципе, 512 мега. Ну, скорость нормальная. Так. Теперь мы прерываем. Теперь давайте множество мелких файлов. Это, допустим, музыка. Вот смотрим, множество мелких файлов. Это mp3-шный файл, очень-очень много. Скорость смотрим 175, 175 мегабит в секунду. Ну, скорость нормальная. Видите, очень много мелких файлов. Так, теперь дальше. Есть вот такая информация про него на Crystal Disk. Вот смотрите, Intel Optane, серийный номер, количество записей. После того, как вы его установили на него операционную систему, достаточно будет поставить вот такая программка идет через набор Intel SSD Toolbox. Вот кратко сведения накопителя. Intel Optane серии 900p, серийный номер, работоспособность накопителя хорошо, расчет на остаток ресурсов. Так, подробная информация, в принципе, она здесь ничего не дает. Давайте посмотрим серийный номер. Теперь смотрите, вот в этой программке вы здесь нажмете обновление программного обеспечения. Когда вы нажмете вот здесь проверить наличие обновлений, вы выходите в интернет и он его обновляет. Настройка системы. Здесь, видите, в принципе, все само оптимизировала система. Информация о системе. Вот есть быстрое диагностическое сканирование. Тоже можно проверить данный диск. Диск очень неплохой для SSD системы. Так, теперь вот здесь про него информация, смотрите. Значит, ну, в принципе, отображается только емкость. Количество записей нет. Вот он, Intel, да. Его серийный номер и что он весит 260 гигабайт. Ну и проходы я на него делаю, поэтому я, в принципе, запишу. Так, давайте посмотрим. Вот видите, отображает значок, что на него стоит операционная система. В AIDE, вот он как отображает, Intel 46 терабайт. Сейчас я посмотрю. Здесь на него нет ничего. Очень неплохие скорости, очень неплохие тесты. Ну, видите, он 45 градусов, то он мне нагрелся, потому что я здесь тесты провожу. Да, так.
Так. Здесь информация тоже про него вся видна. В принципе, здесь можно различные тесты и диагностику делать вот по вот этой программе Talkbook. Так, смотрим диск C, 260 ГБ. Вот очередной тест, смотрите, 500 мегабайт он прошел. Остальное, в принципе, выложу в картинках, да, чтобы видео долго не затягивать.